I see him here. He was trained as a librarian in Kremenchuk. Брат Максим, я помню, как он еще обучался на библиотекаре в Кременчуге. He teaches the library ministry here. И здесь он тоже преподает именно Some of you библиотекарское are дело. from churches that have a library. Кто-то из вас, возможно, как раз из тех церквей, которые получили How many of you библиотеки. have someone in your church who received training to be a librarian in this college? Поднимите руку, кто обучался на библиотекаре в этом колледже. Сколько церквей, представителей церквей? Или представители церквей, в которых обучались на библиотекаре в этом колледже. Слава Богу. Praise God. How did this happen? Как это стало возможным? I'll tell you. Расскажу. In 1998, В 1998 году I was serving as a pastor of a church in the state of Minnesota. я служил пастором в штате Миннесота, США. And in our union of churches in Minnesota, there was a project to have a sister church relationship with the church in Ukraine. И в нашем союзе баптистском установились такие сестринские отношения с церквями в Украине. And our church said, we want to be part of this sister church project. И наша церковь выразила желание участвовать в этом проекте. And so, our union in Minnesota had a conversation with the Union of Baptist Churches in Cherkasy region and in Poltava region. Наш союз баптистский Миннесоты, он тогда с руководителями Баптистского союза Черкасской области и Полтавской области тоже переговорил. My church was given the sister church in Запорожском область Колледже. И моей тогда церкви попала сестринская церковь из Полтавской области, из села Кобыляки. So I came in May 1998 И вот в мае 98 года я приехал, to visit our sister church, чтобы посетить нашу сестринскую церковь, to meet the pastor, познакомиться с to пастором, begin this relationship. начать эти отношения. I was so excited. Я так был I was so радовался, afraid. так боялся. I'd never been to the former Soviet Union before. Никогда не был в странах бывшего Советского I had never Союза. eaten Ukrainian food. Никогда не ел украинскую I пищу. didn't know what to expect. Не знал, что ожидать. But I knew God was calling me Но to go знал, there. что Бог призывал I was меня excited. ехать. И я So? очень волновался. I landed in Kiev. И вот приземлился в Киеве. People met me there. They brought me down to Cherkasy. Там меня встретили, привезли в Черкасы. I spent a few days there. Там несколько дней я провел. And on the Saturday after the day of victory in 1998, I was to go to Kolyat. И вот в субботу, как раз после 9 мая 1998 году, я готов был отправиться в это село Кобыляки. I was told that the pastor from the church would come and take me. Мне сказали, что пастор с этой церкви приедет и заберет меня. So I was waiting. Я ждал. My bagage, my translator, Переводчик. we were waiting in Cherkasy. Ждали в Черкасах. And we waited. И ждали. And we waited some more. И еще ждали. And we waited till it was dark. И вот уже стемнело, мы ждем. And this man never came to И pick так, me up. никогда этот человек не приехал, чтобы меня забрать. We'd still be waiting there. Я думаю, мы все бы еще сидели там и ждали. If a brother named Pavel Grigas, the coordinator of Arvan ministry in Ukraine, didn't see me standing there, Если бы тогда брат просто случайно проезжал Павел Григас, а он координатор служения Арвана he в lives in Украине, Cherkasy, и он заметил меня у дороги. he drove by, Он живет в Черкасах, мимо saw this проезжал, big American guy увидел standing этого there. американца, стоящего у дороги, остановился. What are you doing? Чем ты тут занимаешься? I'm Что ты waiting делаешь? Я жду за for тобой. the brothers from Kolyat. Братьев из Кобыляка. He says, get in my car. Сказал, садись в I машину. got in his car, Я сел в машину, took me to the Awana headquarters, отвез меня тогда в штаб-квартиру Арваны and he made a telephone call to the brother in Kolyat. и позвонил братьям туда в Кобыляке. Bill's here. Билл вот здесь. Where are you? Где вы? It's silent on the other end of the phone. Тишина. Никто не отвечает. We decided that we don't want Bill to come to our church. Ну, а потом сказали, мы решили, что не хотим, чтобы Билл приезжал к нам в церковь. Grigas says, serious? Григас сказал, Serious? Серьезно? Yeah. Да. We refused to accept him in our church. Да, мы отказались, что наша церковь его не принимает. So, now what do I do? Так, что делать теперь? Grigas has a friend in Kremenchuk А у Григаса есть друг в Кременчуге. named Alexander Vasilyevich Zagolenko. Александр Васильевич Зигаленко. He calls Alexander И Vasilyevich. он позвонил ему. I've got this American
in Cherkasy. What should I do with him? Вот американец в Черкасах, что с ним делать? And Zygalenko says, I don't know. Игорь сказал, не знаю. But let me call the senior presbyter in Poltava. Позволь мне позвонить старшему пресвитеру Полтавской области. And at that time, it was a brother whose first name was Brat Leonid. И тогда брат Леонид Соловьев. Now he's with the Lord. He was murdered in Poltava. Сейчас он с Господом. Его, кстати, убили, застрелили в Полтаве. So Alexander Vasilyevich and the senior presbyter, И вот Александр Brat Васильевич Leonid, и брат Леонид, старший пресвитер, they talk on the telephone. они поговорили по телефону. Then they called Grigas in Cherkasy. Перезвонили Григасу в Черкасах. And they say, we have a plan for Bill. Сказали, у нас есть план. There's a new church being started in Harol. Церковь вот только-только насаждает церковь в Хароле. Let's send him to Harol. Давай, That could be his sister church. пересылай его в Харол, и это будет его сестринской церковью. So, at midnight on that Saturday night, a car came from В Kremenchuk. полночь с Кременчуга приехала машина. I got in it Я сел with the translator. с переводчиком. We were driven to Kremenchuk. Поехали в Кременчуг. We were stopped twice by the police. Дважды останавливала нас Let us keep going. ГАИ, но отпускали. And on Sunday, the next day, I was taken to Harol. И вот в воскресенье следующего дня я уже добрался до Харола. And in 15 minutes of being in the service in Harol, I knew I was exactly where God wanted me to И вот be. прошло только 15 минут служения в Хароле тогда воскресного, и я понял, Бог хотел, чтобы я именно был тут, в Хароле. And that trip opened my heart to missionary work in Ukraine. И вот эта поездка открыла мое сердце к миссионерскому труду в Украине. And it opened my heart to a friendship with Alexander Vasilyevich and with Pavel Kligas. И также открыла мое сердце к дружеским отношениям и с Павлом Клигасом, и с Александром Васильевичем Зигаленко. I went home, Я вернулся домой, but I couldn't stop thinking about Ukraine. но не мог выкинуть с головы Украину, не мог перестать думать о ней. So in the year 2000, И в 2000 году I asked my church to release me from being the first pastor. я попросил церковь, чтобы они меня освободили Send me от to служения Ukraine. старшего пастора и отправили меня в Украину. And to support the ministry of Kremenchuk Regional Bible И College. чтобы я начал поддерживать служение Кременчугского регионального библейского колледжа. My church agreed, А церковь согласилась. and beginning in the year 2000, И вот began начиная missionary work с in 2000 Ukraine. года начался мой миссионерский труд в Украине. And the training of church librarians was our first mutual project. И вот первым нашим взаимным проектом был как раз именно обучение библиотекарей. And after a few years of doing this in Kremenchuk, we began to offer this program to other Bible colleges, and that's when it came to Запорожском. Через несколько лет того, как эта программа была уже обработана в Кременчуге, она начала предлагаться другим библейским колледжам, и вот так она добралась и до Запорожья. So, if your church has a library, Поэтому, если ваша церковь if есть your church has a библиотека, librarian, и есть у вас обычный when you библиотекарь, look at Maxine, когда будете смотреть на Максима, if some of these brothers or pastors in your church got a library through Read или Ministries, же пастора вашей церкви получили remember this, благодаря Read Ministries из библиотеки, помните, it all came to happen это все произошло because someone refused me. только благодаря тому, что But кто-то someone else отказался от accepted меня, me. а кто-то принял. And what was intended for evil against me, И то, что замышлялось во зло God used против for меня, good. Бог обратил в добро. This is the end of this story. Вот это окончание истории. Last summer, А прошлым летом I received a phone call from Alexander Zygalenko. Александр Зигаленко позвонил мне. He said, Bill, there'll be a funeral for a brother in our college, Alexander Grigorievich Bespartochny. И он сказал, что будет похоронное служение нашего брата, преподавателя колледжа Александра Григорьевича Бескарточного. And we want you to come and share in the service. Чтобы ты приехал и поучаствовал в этом похоронном служении. And I went. Я поехал, Joy. с радостью поехал в Украину. I love this man. И я любил очень этого He was человека. a dear man. Это очень близкий We мне were был человек. close friends. Мы были близкие друзья. But we didn't start that way. Но не с этого тоже у нас начались отношения. Because he was a leader in the church in Kobalyaki in 1998. Потому что в 1998 году он был пастором церкви Кобыляки.
And he had heard rumors about Americans coming to Ukraine. И он слышал вот эти слухи об американцах, которые приезжают в Украину. They would bring music that would corrupt the youth. Они, американцы, привозят тут музыкальное служение, которое извращает молодежь. We'd bring false teaching that would divide the churches. Мы приносим лжеучение, которое разделяет церковь. We would not respect the traditions of Ukrainian evangelical Christians. Мы не пренебрегаем традициями евангельских баптистов, христиан. And he was a shepherd, a spiritual shepherd in the church there. И вот как раз он был вот этим духовным лидером, духовным пастором церкви. And he was the one who told that driver, don't go to Cherkasy and take И it. он сказал туда водителю, не едь в Черкасы, не забирай. Let him stay in Пусть Cherkasy, он там в Черкасах but don't остается. bring him to Не Kobylak. привози его сюда в Кобыляке. I didn't know that in 1998. В 1998 году я даже не знал этого. But about 8 years ago, Но где-то 8 лет тому назад I spoke with this man я с ним разговаривал. because he invited me to his office in Clemenchuk College. В Кремчевском колледже он пригласил меня к себе в офис. And he said, Brad Bill, И сказал, брат Билл, you need to confess a sin. я должен исповедаться перед тобой. I was the one Я был именно who тем, caused you to be refused. тем, который стал причиной, что от тебя отказался. I was afraid Я испугался, that if you came, you would destroy our church. что если ты приедешь, ты уничтожишь нашу церковь. Now, I know I'm wrong, А теперь я знаю, что but I feel guilty. я ошибался, но вот эта вина, Will you forgive я me? ношу с собой. Well, of course. Прости меня. Я сказал, конечно. And so when he died, И вот когда он уже умер, it was important to his family that Bill be part of his. для его семьи было важно, чтобы Билл принял участие Why? в похоронном служении. Почему? Because God Потому что is big. Бог велик. And what other people might intend for evil, И то, что другие, может быть, намеревались сделать во зло, God can use for good. Бог употребил в This is добро. true in the life of Joseph. Так произошло в жизни Иосифа, It's true in my life. так произошло в моей жизни. It's true in your life. И также и в вашей жизни происходит. If you receive evil from someone else, Если вы от кого-то получили зло, ask God to help you respond like Joseph. попросите Бога откликнуться на это, так как откликнулся Иосиф. Don't seek vengeance. Не ищите мести. Don't try and get even. Не пытайтесь воздать и все поставить на свои места самостоятельно. Trust God Доверьтесь Богу. and believe that for you, all things, even bad things, can work together for good. И верьте, что для вас все, даже плохое, содействует ко благу. You love God, Вы любите Бога, you're called according to His purposes. и вы призваны по Его изволению. This is your hope, В этом ваше упование. because our God is big. Потому что наш Бог велик. Amen.